Представьте себе, хотя в России, наверное, это может представить себе каждый. Тем не менее, представьте себе, тысячи людей из Центральной Азии спокойно въезжают в Россию. Не через границу, по сути, с автоматами, проведя бои и вторгаясь на территорию противника. Нет, они заезжают не с автоматами, они едут через обычный ЗАГС с детьми, которых они якобы родили от русских женщин, или с русскими женами, которых, по сути-то, в общем, в глаза не видели. Все по документам, все чисто, пока кто-то не начал копать глубже. Сегодня мы разберем с вами одну из самых циничных схем последних лет. Ту, которую только что приговорили в Москве, саму схему. Но это не просто банда была мелких мошенников. Это целая машина, которая годами открывала двери страны для тысяч иностранцев. Тем более сегодня эта страна находится, часто заявляет о том, что она обеспокоена возможностью появления тех или иных видов диверсантов. Это тоже важный момент, который не стоит забывать. Тем не менее, вернемся к ключевой истории. Так, значит, привозили этих самых иностранцев за деньги, и причем за очень большие деньги. Вы, наверное, вздрогнете, когда прозвучат суммы, а они у нас сегодня прозвучат. Итак, представьте себе, обычный районный ЗАГС в Подмосковье или в Костроме. Утром заходит мужчина средних лет, русский, с ним молодая девушка из Таджикистана, ну или Узбекистана. Они поженились. Или он, наоборот, вдруг признал ребенка, которого никогда не видел. Ну, такое счастье случилось. И свидетельство готово. РВП, вид на жительство, а потом и паспорт почти в кармане. Никто не проверяет, никто не задает вопросов, потому что внутри системы сидят свои люди. С 19 по 22 год такая схема работала как часы. Больше 2500 мигрантов получили легальные бумаги. Доход организаторов минимум 300 миллионов рублей. 300 миллионов. За подписи и печати. Как это вообще возможно? Ну, давайте разберем шаг за шагом. Все началось довольно-таки тихо. Небольшие группы посредников в Москве и регионах искали русских женщин и мужчин, готовых за деньги поучаствовать в спектакле. Кто-то мать-одиночка, которой нужны просто банально для выживания были деньги. Кто-то просто алкаш из деревни, которому пообещали пару десятков тысяч. А иногда и вовсе фиктивно, без реального участия так называемого родителя. Главные роли в этом театре играли сотрудники ЗАГСов. Именно они ставили нужные штампы, закрывали глаза на отсутствие документов и ускоряли процесс. Следствие установило, в схеме участвовали больше 10 человек, а по последним данным около 20. Среди них бывшие работники ЗАГСов в разных областях. Организатор сидел в Москве. Он координировал все, искал клиентов среди диаспор, договаривался с родителями так называемыми, платил ЗАГСовским сотрудникам. А потом бабло рекой. За одного мигранта от 100 до 300 тысяч рублей, в зависимости от того, что нужно. Просто РВП или сразу путь к гражданству. Представьте себе масштаб. Тысячи людей, которые официально стали отцами русских детей. Тысячи браков, которые существовали только на бумаге. И все это в нескольких регионах сразу. Москва, Подмосковье, Кострома, Владимир, Ярославль, Вологда, Новгород, Псков, Тверь. Целая сеть. Пока обычные люди платили огромные взятки и стояли в очередях за документами, эти ребята делали бизнес на государственном механизме. И никто бы, возможно, не узнал, если бы не ФСБ. Оперативники начали копать больше 1,5 лет назад. Обыски в офисах, изъятие печати, бланков, компьютеров, нашли целые склады чистых документов. Следователи ГСУ, Главного управления МВД по Москве, собрали доказательства по каждому эпизоду. Фиктивное отцовство, фиктивные браки, все всплыло. И вот сегодня, 12 мая 2026-го, Троицкий районный суд Москвы поставил точку. Все участники признаны виновными по статье 322.1 УК «Организация незаконной миграции». Сроки от 3 до 6 лет. Кому-то колония общего режима, кому-то условно, но с конфискацией. Все незаконные разрешения, даже уже выданные гражданства, естественно, аннулированы. Но вот что по-настоящему тревожит. Это ведь не первая такая схема, и наверняка не последняя. Каждый раз, когда мы слышим про перегруженные регионы, про проблемы с мигрантами на улицах, про преступления, где-то в тени работают вот такие вот менеджеры. Они не бегают с ножами, они сидят в теплых кабинетах и продают гражданство как товар на рынке. Кто еще был в этой цепочке? Сколько еще людей успели получить паспорта до того, как схему прикрыли? Куда делись деньги? 300 миллионов, это же не в матрацхане лежат. Кто-то из больших шишек, скорее всего, мог спокойно закрывать на это глаза. Следствие говорит пока только эти 20, но ощущение, что мы с вами видим только верхушку айсберга.
А теперь представим обратную сторону. Русские дети, которые вдруг появились в документах, женщины, которые использовали как инструмент, и тысячи иностранцев, которые теперь должны были уехать. Но многие уже растворились. Кто-то успел получить работу, кто-то дальше уехал в Европу через Россию. Это не просто уголовное дело, это трещина в самой системе, когда закон превращается в товар, а границы в проходной двор для тех, у кого есть деньги. Со своей стороны, конечно же, будем следить и дальше, что будет дальше по этой истории, но есть что добавить к ней. Они просто меняли название города. Ну и, соответственно, если вы заметили что-то подозрительное в своем ЗАГСе, кстати говоря, тоже пишите от комментариев, я очень сильно отталкиваюсь. Если есть какая-то информация о подобных историях, я так напоминаю на всякий случай, сейчас внедренный искусственный интеллект и на YouTube-каналах блогеров, и он мне интеллект этот искусственный, то есть автоматически эта система подсказывает, какие темы вас тревожат, с какими вы обращаетесь. Но в любом случае, любая история имеет шанс на справедливое развитие, если мы беремся за нее, друзья, все вместе. Тем не менее, продолжим, ведь есть и любопытные стороны у этого события, скажем так, потому что кто-то же все это крышует, давайте туда тоже заглянем. Тем не менее, если забыли, то не забывайте, подписывайтесь, распространяйте видео. Ну а мы едем дальше. За каждой такой мелкой бандой, которую мы с вами только что рассмотрели, о которой отчиталась, кстати говоря, МВД, дай бог им здоровья, может стоять ведь и гораздо более серьезная система. Это был настоящий канал, и он работал годами, прямо под носом. И вот теперь давайте представим, как это выглядит на фоне того, что происходит прямо сейчас. Эти диаспоры из Центральной Азии чувствуют себя в России почти как дома. Закон для них что-то вроде рекомендаций. Они живут своими правилами, своими общинами, своими авторитетами. А когда всплывает такая схема, как эта, с тысячами фиктивных отцовств и браков, сразу становится понятно, без мощной поддержки внутри диаспор такое вряд ли получилось бы прокрутить. Посредники, которые искали русских пап и русских жен, часто работали именно через землячество. Кто-то из диаспоры подыскивал клиентов, кто-то собирал деньги, кто-то прикрывал, если вдруг начинались вопросы. И это не единичный случай. Такие каналы работают в нескольких крупных городах. Мигранты приходят, платят, получают бумаги и растворяются. А если что-то идет не так, включается своя система разбора. Не полиция, свои люди. И тут самое любопытное. Буквально на днях, и вот сейчас прям особое внимание, предлагаю присесть, если вы стояли, но если вы ведете машину, лучше припаркуйтесь, потому что вот на фоне этого, понимаете, каждый закон или приказ, подзаконный акт, он хорош к месту, что называется, ложка к обеду. И вот давайте-ка ознакомимся с ложкой, которая вот к данному обеду. Буквально на днях Владимир Путин внес в Госдуму соглашение с Таджикистаном. Теперь в Москве официально откроется представительство МВД Таджикистана и миграционного ведомства прямо на территории России. Они будут сотрудничать по вопросам миграции и дел. Звучит красиво. Мол, будем вместе бороться с преступностью. Но давайте немножко честно на это посмотрим. Когда таджикские силовики получают свои кабинеты в Москве, кто теперь будет расследовать вот такие вот схемы? Кто бы, в данном случае ФСБ, попоймали, но МВД, видимо, свое не справлялось. А теперь у этого самого своего вообще, видимо, не будет никаких возможностей. Кто будет копать под своих? Вот потому что уже звучало, что в этом случае вот эти МВД, таджикские, они свои, схожие дела, там, все-таки это же другая страна, они себе это будут брать. И вот станут они выдавать организаторов, если это уважаемые люди в их диаспоре. Я напомню, не так давно был достаточно громкий случай, когда сынок главы диаспоры, они тоже по регионам как-то разбиты, в том случае это была армянская, если не путаю, диаспора, он просто девушек избивал, за волосы таскает где-то в ресторане, у всех на виду. Что произошло? Ничего. Его папа ушел из диаспоры, из глав диаспоры. Не знаю, как вы, а я что-то не очень верю, что он всерьез ушел. Ну еще раз, там где-то куда-то он перемешался в этой каше. Тем не менее, вернемся к ключевым вопросам. Сколько всего такие дела просто начнут, скорее всего, тихо переводить в компетенцию партнеров? Или нет? Собственно говоря, об этом уже практически официально озвучивается, но тем не менее, рассуждаем логически. Российские следователи отойдут в сторону, а там уже свои правила. Доказательства могут потеряться, свидетели передумать, а виновные внезапно оказаться невиновными. Вдруг, так вот выяснилось. Или просто уехать домой. Надо мне напоминать про дела, когда особо тяжкое преступление в отношении несовершеннолетней, водитель такси. Ему сначала дали 8 лет, и когда куда-то там все это ушло, резонанс спал, поменяли, перебили на 3,5 общего режима. Или когда вообще там один в кадык ударил, и год условно, по-моему.
Тем не менее, мы, как было сказано, конечно же, уже видели примеров достаточно много, как это работает, но когда свои еще будут расследовать, это еще при том, что МВД расследовали, тут еще повозмущаться можно, может взятку взяли, кстати, в деле Абасова взяли, когда из перехвата убийца байкера просочился, 30 тысяч рублей дал, да? Но это когда свои. А когда не свои, я предполагаю, что и взятку давать не будет. Скажет, привет, и все. Ну, это, тем не менее, да, итак, когда свои будут их расследовать, а результат чаще всего один будет, никакой. И формальная отписка. А тысячи мигрантов, которые уже получили паспорта по липовым документам, останутся в России и будут привозить еще больше своих. Это как если бы волки сами себе назначили охранников овчарни. Официально для укрепления сотрудничества, естественно. На деле зеленый свет для тех, кому российский закон давно не писан. Представьте, что будет дальше. Еще одна такая группа попадется, и дело моментально уйдет в представительство. Никаких групп, а могут и в ФСБ, кстати, забрать, да? Потому что уровень уже какой. То есть другое государство, там, опять же, они могут уже обращаться к консулу. Там серьезное давление будет, вполне себе противостоящее, уравновешивающее с тем же ФСБ. Структура, конечно, серьезная. А кто сказал, что вот эти представительства другой страны на территории России... Я уже читал ваши комментарии, что люди писали иной раз, что этому нету объяснения. Это очень трудно сопроводить каким-то, даже эмоционально, потому что это когнитивный диссонанс рождает. Потому что ты не знаешь, как понимать, что просто из Соединенных Штатов можно полицию пустить, а в России, там, я не знаю, из Ирана, и пустили из Таджикистана, культура даже другая. Именно там старейшины какие-то, да, какие-то уважаемые люди. Очень странно это выглядит. Но, скорее всего, не будет никаких уже громких приговоров, даже тех, которые были. И никаких, скорее всего, конфискаций тоже мы не увидим. Просто разберутся на правах хороших партнеров и с другой стороны. Обычно люди будут продолжать видеть, как целые районы меняют свой облик, как школы переполняются, как на улицах все чаще слышна чужая речь, как растет напряжение. И никто не сможет толком объяснить, почему система позволяет этому происходить. Эта история с приговором в Троицком суде, она как вспышка в темноте. На секунду осветила всю схему. Но уже через пару месяцев фонарь ведь могут и выключить. И все вернется в тень. Но мы со своей стороны, естественно, продолжим следить. Багаж в памяти событий преступления, которые были рассмотрены, немало. Не забывайте подписаться, собственно говоря, чтобы у вас тоже этот был багаж, ибо предупрежден, вооружен. Но пока такие громкие дела, пока их пытаются загонять под ковер или выкидывать к иностранным коллегам, все это превращая уже не просто в миграцию, а какую-то оккупацию, наверное. Смахивает это на сдачу контроля другой стране, этой страны. А может быть, эта сдача уже была давно, платили просто дань, как в какие-то давние времена. А теперь уже и посольство, и ханство скоро, видимо, возникать начнут. Ну, мечети-то уже построили. Прямо на Поклонной горе и прямо у Олимпийского дворца. То есть в сердце Москвы такие ключевые клапаны сердечные. А там уже стоят мечети. И перекрывают дороги, когда им надо помолиться. А люди не могут попасть, поклониться фронтовикам, например, в Парк Победы. Ну, Минскую улицу перекрывают прям всю. Я с полицейским разговаривал, я таких слов не знал, какие он говорил. Когда он перекрывал эту улицу, уже люди не могли пойти в Парк Победы, посмотреть на памятники героям Второй мировой войны, потому что на дороге стояли попы и машины. Они машины прям поперек дороги кидают. На Минской, ну кто знает, тот подтвердит. Тем не менее, пишите, что думаете по этому поводу. Видели ли подобные схемы в своем городе? Пишите в комментариях, не стесняйтесь. Чем больше глаз, тем сложнее им прятаться. И я считаю, что это самый главный инструмент у нас сегодня. Ибо есть такое прекрасное выражение, не только оружием. Ну, хотелось бы, по крайней мере. Увидимся.